Привет, пацаны и девочки, с вами Тага, и это очередной выпуск про щит. Сегодня у нас очень интересный экземпляр, который заслуживает особого внимания. Особого, потому что он особенно весит, особенно выглядит, и про него особенно незаслуженно забыли. Ну вот как-то так получилось. У нас сегодня Alenhit Xon 464. Вот такая вот штука. Как вы видите, почти больше, чем я размером. Наверное, это самый большой диджейский пульт, потому что, в принципе, вообще изначально это больше звукорежиссерский пульт. Вообще, когда компания Alenhit его выпускала, это было достаточно давно. Это видно по кнопкам, которые выполнены очень достаточно в ретро-дизайне. Они хотели создать хороший звук, и при этом, чтобы этот клуб стоял во всех клубах, так как часть людей играет просто два канала, а часть людей реально играет лайвом, подключая какие-то синтезаторы и прочие вещи. И когда мы говорим о подключениях, о каких-то возможностях, когда мы хотим не стесняться в большом количестве каналов, когда нам нужно больше всего, то есть вот эта вся штука, мы даже не догадывались, что, оказывается, существуют 10-канальные диджейские консоли. Это просто охуенно. Alenhit Xon 96 или 92, это все, конечно, классно, но вот этот зверек по сравнению с ними просто must-have монстр, то есть это штука, на которой вы можете выруливать как в студийной работе много чего прикольного, так и в клубе, если вы занимаетесь прямо серьезными лайвами, когда у вас много разных маленьких синтов, вы что-то там синхронизируете, хотите, чтобы это у вас прямо звучало, то есть это, скорее всего, ваше концертное выступление. Это когда вы делаете саундчек, когда вы готовитесь, когда у вас прямо группа и, возможно, даже живая, то есть у вас барабанщик там, какой-то синтезатор, гитарист, а может быть даже 2, может быть 4 вокалиста или еще что-то, то есть это тот самый пульт, который... с трудом поворачивается язык назвать диджейским. Однако, давайте посмотрим, что у него есть. Полноценных 6 стереоканалов. Естественно, предпрослушка. Та самая знаменитая параметрическая середина, то есть не 3 и частоты эквалайзера, а 4. Уровень регулировки канала, лайн А, лайн Б. И вот эта особая секция. Это возможность подключить 4 внешних процессора эффектов. 4 инсерта или аукса, кто как называет. В общем, крутая штука. Кроме того, у нас есть работа с фильтрами. И здесь есть возможность переключения и выбора фильтров. Например, мы можем работать с low-pass фильтром, со средними частотами или high-pass фильтром. У нас есть резонанс. У нас есть фильтр включить, фильтр выключить. Все это выполнено в духе классического концертного или звукорежиссерского пульта Alenhit старой ревизии. Для тех людей, которые любят ретро, то есть сейчас это достаточно модно, а также любят хороший звук, и у вас есть студия, где вы собираетесь какими-то, людьми, чтобы собирать электронный саунд, вот это идеальное решение. It's perfect. На БУ рынке можно находить их достаточно недорого, там от 40 до 80 тысяч, в зависимости от состояния, скажем так. Но я бы рекомендовал, хорошо задумавшись над тему лайва, подумать об этом пульте и купить новый, потому что он вам прослужит очень много лет. Это реально классная штука для смешивания звука или работы в студии, когда у вас нет денег, там, например, на дорогущие за много сотен тысяч или даже миллионов рублей пульты, а есть именно столько, чтобы поэкспериментировать и рожать хороший звук. Think about it. Идеальные фейдеры, потому что именно такие фейдеры вот с таким, скажем так, углублением под палец помогают максимально точно контролировать звук, в отличие от таких фейдеров, к которым мы привыкли на диджейских пультах. Дальше. Здесь есть регулировка как самого микса, так и отдельно мониторинга. Помимо этого, вы можете делать предпрослушку любого из ваших посылов, работать с наушниками, режим сплит, все это есть. Вот эта серия, это 4 моноканала. Например, вы используете какой-то аналоговый синт, или, например, гитару, или какой-то еще инструмент одноголосный, то есть у которого один выход. Да, пацаны-диджеи. И девочки тоже. Бывают инструменты, которые не стерео. Которые издают или рожают звук, или создают его в студиях. Так вот, этот пульт призван для того, чтобы уметь подключить его в момент диджейского сета сюда, допустим, скрипку в вашем выступлении, то вот сюда она зайдет гораздо круче, чем на стереопару того же Pioneer, Denon там, или Rain там, или прочее. То есть это пульт реально для лайвовой работы, а также для перфекционистов,
хорошего звука, потому что отстроить на нем настолько можно все детально. Здесь также есть стандартные органы управления различных срезов, если вам нужно использовать это быстро, там срез на 100 Гц, там срез на минус 30 дБ, в общем, все как в обычной консоли. И вы, конечно, думаете, вау, просто вау, и блин, черт, вообще, наверное, там столько всего, там вообще, да, вы даже не догадываетесь, насколько там много всего. Давайте развернем его другой стороной и посмотрим, что у него там. А здесь, мать его, большое количество разъемов. Сейчас мы развернем его так, чтобы было видно с точки зрения, ну, как он выглядит. Положим его аккуратно на стол. Здесь мы видим шины и шлейфы, которые соединяют его вот с этой частью. Вообще пульт изначально должен опускаться в рэк, то есть специальное устройство, которое так или иначе держит его на столе. И вот эта нижняя часть, куда втыкаются все разъемы, она такая типа, ну, достаточно большая, да? Она служит тем, чтобы защищать ваши провода. И ваши провода всегда в порядке. И вот давайте посмотрим, сколько здесь всего. Значит, мы видим 10 каналов, из которых 4 моно и 6 стерео. На 4 из 6 каналов можно выбирать вход как джеки, так и RCA. То есть вы видите уже расширение, то есть это уже под инструменты. 4 моноканала оборудованы конкретно своим инсертом и оборудованы стандартными нормальными разъемами XLR и большой джек. Вы выбираете также, допустим, можете подключить микрофоны с фантомным питанием. То есть для тех, кто понимает, это качественные там студийные микрофоны или микрофоны, которые повышенного качества. В общем, вы добавляете кнопку, и у вас плюс 48 вольт идет, и все работает. А здесь вот эта секция как раз для живых инструментов. Это четко видно. Здесь мы видим ауксы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть сюда мы можем завести аж 6 источников. И здесь есть еще один, это дополнительный Ext-in, то есть вход, который можно использовать. Помимо этого, здесь есть Mix 1 и Mix 2, на который мы заводим наши инсерты. Соответственно, все, что мы хотим, мы можем делать, запитывая этот пульт вообще фантастическим количеством примочек внешних. Допустим, мы берем с собой рэк, в котором у нас там куча студийного интересного железа. Все это дело сюда коммутируем, и у нас невероятный лайф. Стандартный мастер-выход в виде XLR, есть моно-выход, и есть также Mix 2, дополнительный выход, который вы также можете использовать. Есть монитор в виде джека и наушники, которые, конечно же, желательно было сделать в самом начале, но он тоже есть, это просто дубляж. Дальше здесь интересное питание. Вот здесь вот есть External DC in, то есть вы можете сюда подключить дополнительное бэкап питание через блок питания, который тоже можно отдельно сюда докупить. Помимо этого есть в разных версиях вот эти слоты Sys-Link Out и Users, но это отдельная тема, более глубокая, интегрированная в студию и прочее. Мы ее сейчас трогать не будем. И, конечно, включение-выключение. То есть, как вы видите, здесь есть все для того, чтобы вообще работать со звуком и музыкой. Давайте мы его положим теперь по-другому, чтобы вы могли оценить его реальный размер и посмотреть, что это такое. И вот они, фейдеры. Здесь индикация. Единственный минус, который мне всегда не нравился на пультах, где такого рода индикация, потому что она маленькая. Но индикация все-таки должна быть качественная. Однако здесь все рассчитано на то, что вы изначально собираете свой звук, делаете это так, как вы привыкли, когда вы отрепетировали где-то в студии, и потом выходите на люди выступать. Ну, то есть, по идее, вы покупаете рэк, в который его вкручиваете, у вас все провода готовы. Есть второй рэк или этот же, в котором есть примочки, эффекты различные. Вы все это дело настраиваете, и вуаля, у вас настоящая электронная группа, в которой вы можете создавать классный электронный музон. В общем, это уникальный пульт, и почему на нашем канале спустя столько лет после его выхода вышел этот обзор. Во-первых, потому что раньше, когда этот пульт выходил, не было нашего канала. В принципе, логично. Что, конечно же, упущение для YouTube, а мы, видимо, занимались гастролями и как бы вращением наших треков где-то там на танцполах. Но сейчас есть этот YouTube канал, и помимо этого есть
история, что люди стали обращать внимание на ретро-технику. То есть то, что может создать ваш звук и может сделать это качественно. И очень часто старое железо, студийное или диджейское, работает лучше по звуку с точки зрения именно звука, то есть качества. Вы трогаете их, аппараты делались очень большой любовью, они делались, собирались и придумывались долго. И это один из таких пультов. То есть вы можете отстраивать звук с любовью, чувствуя каждое движение, вращая, ну там, допустим, какой-то фейдер или частоту. То есть сейчас для того, чтобы получить столь похожее качество оборудования, надо потратить несколько сотен тысяч рублей для того, чтобы у вас был такой же набор функций или хотя бы такое же ощущение от звука. И иногда нужно вспоминать интересные пульты, которые были незаслуженно забыты. Это один из таких пультов. Он, конечно, не мобильный, он, конечно, не до конца диджейский, он, конечно, не встанет каким-то стандартом в клубы, потому что люди просто будут путаться и не понимать, как вообще на нем работать. Но это тот пульт, который достойно может поместиться в вашей студии, если вы ищете качественный звук из старого железа, которое до сих пор можно покупать еще новым, потому что эти пульты могут продаваться, и вы можете их находить новым. Конкретно этот пульт нам предоставила компания Mixart. Большое им за это спасибо, потому что у них еще пока эти пульты есть. И если вы искали что-то для своей студии, но не сильно дорогое и сильно качественное, то именно этот пульт вам стоит рассмотреть в первую очередь. В этой компании есть шоурум, вам всегда подключат, покажут, вы сами послушаете, потрогаете. Но когда вы начинаете искать, занимаясь диджеингом, какой-то пульт и понимаете, что не хватает дырок банально для подключения каких-то классных устройств, которых у вас накопилось много, вот это то решение, которое вам поможет, которое спасет вашу студию. Ну, в общем, классная вещь, приятно к ней прикасаться, это полностью металл, он тяжелый. Он покрашен как дорогая иномарка. В общем, это очень хорошая работа очень известной компании. И у них есть такие устройства, о которых люди подзабыли, но про которые мы напомним. Помимо этого, скорее всего, про вот такой пульт, про DB4, про сложное устройство Allen Heat или, например, про вот такие контроллеры K2, мы снимем особые серии, то есть у нас будет еще несколько сюжетов, и где мы будем разбирать конкретно, показывая весь процессинг, роутинг эффектов, как все настраивать, как все делать, потому что выпуски получаются длинные, и чтобы вам было проще смотреть, для начала вы теперь знаете, что есть такой крутой пульт Allen Heat Xon 464, о котором забыли, но который заслуживает внимания людей, интересующихся качественным звуком. В общем, welcome! Надеюсь, это видео было вам полезно. А вас я призываю в комментариях написать о том, как бы вы его применили. И, возможно, вообще применили бы. То есть напишите в комментариях ваше мнение по этому интересному ископаемому. Теперь у нас есть такая рубрика «Ретро-эксклюзив», в которой мы будем обозревать какие-то старые прикольные штуки. Также большая просьба лично к вам. Напишите, стоит ли развивать такую рубрику, стоит ли вообще копаться в старых историях, вспоминать все 25 лет, когда что-то выходило, искать эти железки новыми или хорошо сохранившимися, чтобы вы понимали, что есть старое железо, новое, и что иногда старое лучше, чем новое. Ну, в общем, насколько вам интересна такая рубрика, как ретро-эксклюзив, и насколько она будет вам полезна. Напишите обязательно в комментариях, желательно развернуто. Мы скажем вам за это большое спасибо. С вами был Тага, это канал про стерео. Увидимся в следующих сериях с новыми железками.